Добрый день, дорогие мои! Сегодня хочу представить вашему вниманию вот такой вот цветок. Я буду использовать нитки Виолет. Толщина нитки 282 метра в 10 граммах. И я работаю крючком 11 номер. Сейчас начнем вязать середину этого цветочка. Сделайте первую петлю и свяжите 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь нужно эту цепочку соединить в кольцо. Вводите крючок в первую петлю и сделайте глухую петлю, чтобы соединить цепочку в кольцо. Вот у вас получилось такое колечко. Вот эту вот хвостик нити подкладывайте под работу, и он у вас спрячется. Теперь вводите крючок в середину колечка и вяжите столбики без накида, 18 штук. 1, 2, 16. Можно немножко подвинуть, если не помещается. 17 и 18. Теперь конец нити, с которого мы начинали работу, можно просто обрезать. Он уже надежно закреплен внутри под столбиками. Теперь давайте посмотрим внимательно, что я буду делать дальше. Вот смотрите, внутри цветка есть такое возвышение, как будто вот как корона, что ли. Вот сейчас я буду вязать именно вот эту вот часть цветка. Смотрите, у нас идет 2 ряда петель, ближний и дальний. И вот сейчас этот ряд я буду вводить крючок за ближний ряд петель. Делайте воздушную петлю и столбик без накида в следующую петлю нижнего ряда. Снова воздушную петлю и столбик без накида в следующую петлю. И таким образом продолжайте по всему кругу. Воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. В каждую петлю провязывайте по столбику без накида, только обязательно за ближнюю дольку. Вот добираемся до завершения круга, заканчиваем ряд и соедините ряд, начало и конец ряда глухой петлей. Вот должна у вас получиться вот такая вот заготовка. С обратной стороны вот здесь вот остался свободным второй ряд стежков. Вот они, вот их хорошо видно вот здесь вот по кругу. Следующий ряд мы будем работать именно под эти стежки. Поверните заготовку на другую сторону. Ниточка будет с изнаночной стороны. И на изнаночную сторону нужно вытянуть вот эту вот рабочую петлю. Следующий ряд — это вот эти вот обвитые столбики. Сейчас будем делать обвитые столбики. Петля выведена на изнаночную сторону. Сделайте 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Теперь нужно сделать 4 пары витков вокруг этой цепочки. Поднять, обвести вокруг цепочки и вытянуть из-под цепочки. Это одна пара считается. Точно так же поднять нитку, обвести вокруг цепочки, вытянуть из-под цепочки. Второй раз. Точно так же третий раз. И точно так же четвертый раз. Вот смотрите, у вас получилось 4 пары виточков. Теперь протягивайте рабочую нить через все петли на крючке и закрепите воздушной петлей. Вот у вас получился такой вот обвитый первый столбик.
Теперь нужно сделать 2 воздушных петли. И сейчас мы вяжем за заднюю стеночку. Вот задняя стеночка нижнего ряда у нас осталась свободной. И вводим крючок именно за заднюю стеночку. Так как у нас в предыдущем ряду было 18 столбиков, а больших нам нужно связать 9, значит пропускайте в нижнем ряду одну петлю. Через одну петлю делайте следующий столбик. Столбик с накидом. Пропустив одну петлю, делаем следующую петлю столбик с накидом. Теперь вокруг него точно так же нужно сделать 4 пары витков. 1, 2, 3, 4. Протяните нитку через все петли на крючке и закрепите петлей. Дальше снова 2 воздушных петли и столбик с накидом через одну петлю нижнего ряда за заднюю дольку. И точно так же 4 пары витков. Протянуть и закрепить. Вот таким образом продолжайте по всему ряду, чтобы у вас получилось 9 обвитых столбиков. Заканчивать ряд мы будем не воздушными петлями, а столбиком с накидом. Он нам заменит вот эти вот 2 петли, которые у нас обычно между столбиками. Накид, вводите крючок в вершину столбика и провязывайте столбик с накидом вот под вот эту петлю. Теперь смотрите, сразу же мы начинаем делать следующий ряд. То есть вводим крючок под только что связанный столбик и делаем столбик без накида. Вот. Теперь нужно сделать 5 воздушных петель. 4, 5. Под цепочку из 2 петель сделайте 2 столбика без накида. 1, 2. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 столбика без накида между 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И 2 столбика без накида между обвитыми столбиками. Вот так вот у вас должны получаться вот такие вот цепочки по 5 воздушных петель, и продолжайте их вязать до конца ряда. Теперь осталось еще 5 воздушных петель. 2, 3. И смотрите, в конце нужно провязать только один столбик без накида, так как первый у нас был провязан в начале ряда. И получается, мы как будто вот соединили начало и конец ряда. Это, так сказать, основа для лепестков. Следующий ряд, вот сами непосредственно вот эти вот лепесточки. Сейчас я покажу. Начинаем заключительный ряд. Сами лепесточки. Значит, сначала вяжите столбик без накида под арочку. Теперь 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 столбика с накидом. Теперь в центре лепестка нужно связать 2 столбика с 2 накидами. 2 накида и провязываете поочередно каждый. И второй столбик с 2 накидами на вершине лепестка. Дальше продолжаем столбиками с накидом. 1 накид, 3 столбика. 1, 2, 3 столбика. И в конце лепестка сделайте столбик без накида, самый маленький. И вот у вас должен получиться вот такой вот лепесток. Следующий лепесток и все остальные делайте
точно по такой же схеме. Сразу же начинаете вводить крючок под цепочку следующего лепестка. Делайте первый столбик без накида. Дальше 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. На вершине столбики с 2 накидами. 1 и второй столбик также с 2 накидами. Дальше столбики с одним накидом, 3 штуки. 1, 2, 3. И в конце лепестка столбик без накида. И вот так вот легко и просто получаются такие вот обычные простые лепестки. Таким образом продолжайте до конца ряда. Довязала последний лепесток и делаем последний столбик без накида. Вот готово. Теперь нитку можно обрезать и протянуть ее через последнюю петлю. Вот так. И нитка закреплена. Вот такой цветочек у вас должен получиться. Вот такие цветочки должны получиться у вас в итоге. Желаю вам творческих успехов. До свидания.